Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Всем, кто смотрит это видео первый раз, предлагаю подписаться на наш канал. Пересылайте это видео друзьям и знакомым через мессенджеры, через электронную почту. В наших видео есть очень много интересного. Вам есть что обсудить со своими друзьями и знакомыми. А я начинаю. Тема сегодняшнего видео – это практика колеса жизненного баланса. И в этом видео мы рассмотрим вопрос назначения в жизни, стремление к цели и значение свободы. Очень часто многие задают вопрос, что значит найти назначение в жизни и вообще полезно ли колесо жизненного баланса и чем оно может быть полезно. Отвечаю на первый вопрос о назначении в жизни. Колесо жизненного баланса представляет собой круг, на котором расположено 8 сфер. Эти 8 сфер характеризуют каждую часть очень важного для вас этапа в жизни, начиная от личных отношений и семьи и заканчивая яркостью жизни. Миссия колеса жизненного баланса – это творческое, профессиональное, личное долголетие. Почему я говорю о профессиональном и личном долголетии? Это говорит о том, что у человека есть достаточно много целей, и для реализации грандиозных целей ему необходим более длительный период жизни, потому что если цель не грандиозная, вам достаточно жизненного промежутка 40, 50, 60 лет, дальше вы не можете реализовать свою миссию. Почему? Потому что у вас цели заканчиваются. Но не буду вас погружать в печальные такие размышления. Для того, чтобы прибодриться, посмотрите наше видео в различных плейлистах. Кстати, на нашем канале есть плейлисты, в которых видео собрано по хронометражу. То есть есть видео до 4 минут, видео до 20 минут, видео от 20 минут до 60 минут. И есть видео, в которых есть полные разборы ситуации, они длятся более часа. Итак, назначение в жизни. В колесе жизненного баланса мы используем ту методику, когда мы идем от миссии к началу. То есть, если мы проводим диагностику в колесе жизненного баланса, мы сначала спрашиваем себя, соответствует ли мое личное состояние состоянию 8-10, то есть состоянию, когда я наполнен энергией, когда я хочу делиться радостью со всем миром, и так далее, и так далее, и так далее. Если мне это не подходит состояние, я спускаюсь к следующему состоянию 4-8. Этим самым мы избегаем той ошибки, что мы свое состояние можем идентифицировать просто как 0,4, как самое нестабильное состояние, и даже еще мы не рассматривали состояние 4-8. То же самое связано с назначением жизни. Представьте, что вы живете 100 лет полноценной жизни, вы 100 лет себя, в возрасте 100 лет чувствуете себя хорошим, наполненным жизнью и энергией человеком, и все, что вы планируете, легко реализуется. Для тех, кто любит пессимистические сценарии, давайте рассмотрим период жизни 60-70 лет. Все ваши цели, которые вы планировали, они легко реализуются, и ваша миссия больше похожа на наставничество. Для вас важны следующие сферы. Это сфера здоровья и спорт, и личностный рост. В личностном росте вы отдаете свой опыт для кого-то, кому этот опыт ценен. Это, скорее всего, будут родные, близкие, коллеги. Это какое-то желание поделиться своими профессиональными секретами, каким-то жизненным опытом. И этот опыт, он чем хорош, он имеет ваши личные примеры, и таким образом вы не только получаете информацию в мире, сами развиваетесь, но и вносите свой вклад в распространение того опыта положительного, который помог вам в достижении цели. Если мы рассмотрим период от 40 до 50 лет, это период, скажем так, профессионального становления. Здесь важная сфера – это карьера и бизнес. Можем здесь рассмотреть смежные сферы духовный рост и творчество. И здесь вы понимаете, что вы для себя отвечаете на вопрос, получилось у вас создать собственный бизнес, стоит ли его начинать в столько позднее время, или вам проще сосредоточиться на сфере управления финансами. Почему? Потому что сфера управления финансами, она не такая трудоемкая, вы можете легко переключаться между различными проектами. Самое важное – уметь продать свою экспертизу, свою репутацию, свое умение бороться с рисками.
В периоде возраста, когда вам 30-40 лет, ваше назначение жизни – это воспитание как бы детей. Надеюсь, у вас уже к тому времени будут счастливые, любящие вас дети. Вы наконец-то остановитесь в своем выборе любимого человека, любимой женщины, любимого мужчину. И сфера друзья и окружения, она вот в 30-40 лет для вас будет играть огромное значение. Но миссия колеса жизненного баланса говорит о том, что не друзья и окружение становятся для вас важными, а вы становитесь уже человеком реализованным для своих друзей и окружения, потому что колесо жизненного баланса говорит о том, что в состоянии 4-8 вы совместно с друзьями, знакомыми делаете что-то такое, что ведет к вас как бы к цели. Это больше не отдых, это больше как бы совместная деятельность. В периоды жизни 20-30 лет, естественно, самая лучшая сфера – это сфера отношения и семья. Вам важно понять, какой вам нужен человек, почему будет играть он важную роль. Вообще вы заинтересованы в том, чтобы рядом с вами был любой любимый, близкий человек, или вы для себя принимаете решение, что ваше состояние, наверное, больше одиночества, и вам все проще делать самой или самим. Если ваш возраст там, от 10 до 20 лет, ваша сфера – это личностный рост, нужно понять, что вы будете делать с теми знаниями, которые вы получили, какую карьеру вы можете для себя избрать. И вот такое вот отношение к периодам жизни поможет вам понять свое назначение, и в зависимости от того, в каком периоде как бы находитесь в возрастном периоде, вам не нужно путать возрастной период и ваше профессиональное как бы становление. Почему? Потому что и в сфере отношения семья, вы можете найти свое счастье в возрасте 40-50 лет, но вы должны как бы понимать, что чем ближе вы к более зрелому возрасту, тем больше у вас действий как бы должно быть. Почему? Потому что если вы находитесь в состоянии молодости 20-30 лет и находитесь в состоянии 0,4, это естественно, вы еще не знаете, на чем определиться, у вас вполне достаточно сил и энергии для того, чтобы реализовать любой проект, любое свое предназначение, а вот в возрасте 40-50 лет желательно, чтобы с вами был человек, который поддерживает ваши планы, готов этим планам уделить много времени и быть с вами во время удачи и неудачи. Пришло время перейти к рассмотрению вопроса стремления к цели. Как колесо жизненного баланса помогает стремиться к целям. Для тех, кто смотрит это видео, пожалуйста, пишите свои комментарии. Я попытался ответить на первый вопрос о назначении в жизни, связав их с возрастными периодами. Это классический вариант ответа для тех, кто использует колесо жизненного баланса. Если у вас иное мнение, есть более яркие примеры, пожалуйста, пишите в комментариях, мы будем этому очень рады, будем развивать эту тему дальше. Я возвращаюсь к теме стремления к целям. Как колесо жизненного баланса помогает нам стремиться к целям. Опять возвращаюсь к постановке целей, возвращаюсь к тому, что любую цель нужно как бы планировать, не с точки зрения того, как я это делаю сам или сама, а планирование нам нужно для того, чтобы эту цель сделать совместно с кем-то, с экспертами, те, кто имеет опыт в этой сфере, или с теми людьми, которым эта идея нравится, и они готовы вас поддержать на коммерческой или некоммерческой основе. Итак, поскольку это видео посвящено практике колеса жизненного баланса, давайте рассмотрим в каждой сфере, как это выглядит. Итак, стремление к цели, отношения и семья. Ваши отношения всегда развиваются по восходящей. Возможно, 50% из вас, кто смотрит это видео, решает дальше не развивать свои отношения, потому что вы находитесь в зоне комфорта, и это как бы правильное решение. Всегда вам рекомендую один раз в год пробовать развивать свои отношения как бы дальше, пробовать с вашим любимым человеком, любимой женщиной, любимым мужчиной делать что-то совместно. Сфера яркость жизни, то есть отдых – это одна из тех областей сферы колеса жизненного баланса, где вы можете легко реализовать задуманное. Не забывайте про смежную сферу
друзья и окружение, где вы можете сделать какой-то краткосрочный проект вместе со своими друзьями. Если вы готовы зайти в более долгосрочный проект, это ваша уникальная возможность получить опыт, и это вот опыт, это будет ваше совместное переживание с любимым человеком, потому что это совместные переживания, которые вы выбрали, а не те совместные переживания, которые вот идут вам по воле обстоятельств. Следующая сфера – это друзья и окружение, стремление к цели. Здесь единое правило для колесо жизненного баланса. Или вы озвучиваете свои цели для своих друзей и окружения, ищете среди них единомышленников, либо друзья и окружение заваливают вас своими целями, своими представлениями о счастье, своими представлениями о ваших привычках, как оно должно быть, как выбирать близкого человека, как нужно воспитывать детей. Список можно бесконечно продолжать. Поверьте, они делают это, исходя из самых лучших побуждений. Но если вы находитесь в состоянии 4-8 и сформулируете свои цели и что-то полезное из друзей, из родственников, можете там включить в свой пакет духовных ценностей. Почему? Потому что что-то вам подходит, что-то не подходит. И на основе этих ценностей вы выбираете, с кем вы хотите больше общаться, а с кем вы готовы общаться редко, и то по конкретным целям. Следующая сфера – здоровье и спорт. Стремление к цели. Здоровье должно быть как бы в порядке, чтобы у вас хватило ресурсов и сил на все, что вы задумали. Если в течение рабочего дня вы почувствовали, что ваш заряд жизненной энергии разрядился на 50%, делаем паузу, смотрим на список задач, что нам нужно сделать за день, что-то можем отложить, но не позволяйте своей жизненной энергии разрядиться к концу рабочего дня более чем на 30%. Энергия 30% вам нужна для того, чтобы вы своему любимому человеку, любимой женщине, любимому мужчине уделили достаточное время, а не приходили домой в полном изнеможении. Это золотое правило поможет вам избежать большого количества конфликтов. Почему? Потому что если вы следите за своим жизненным ресурсом, вы больше заботитесь о себе и о своем окружении. Личностный рост, стремление к цели. Здесь мы рассмотрим миссию сферы личностного роста. Сначала получаете знания, потом отдаете. Будьте готовы к тому, что, получив много-много знаний, придет период, когда эти знания нужно потихонечку отдавать, делиться. Почему? Потому что это даст возможность, то есть любое обучение, любое наставничество дает вам возможность структурировать знания. Как только вы проводите один раз день наставничества или у вас будет период наставничества, хорошо, если это в профессиональной сфере, вы заметите, какой объем знаний вам необходимо обновить. Обновлять его нужно не реже, чем один раз в год. А что из новых знаний вы готовы применить в своей жизни? Вот всегда рассматривайте. Должно быть хорошее, нормальное стремление к цели. Все, что вы новое узнали, что-то нужно применить к вашей жизни. Это может быть эмоциональный фон, то есть что-то из хорошего настроения, но лучше это будут какие-то практические шаги, которые вы сделали, попытаясь применить знания. Результат может быть, может не быть, но вы получите как бы практику. Следующая сфера – деньги, стремление к цели. Важное состояние 4-8. Важно всегда, постоянно, регулярно, настойчиво, с энтузиазмом продвигать свою экспертизу, свои знания. Почему? Потому что таким образом вы получите отклик от окружающего мира, насколько вы востребованы, насколько вы ценны, что вам нужно подтянуть. А может быть случится такая уникальная ситуация, когда вы обладаете супер уникальной экспертизой, и для кого-то вы решили жизненно важную задачу. Следующая сфера – карьера и бизнес, стремление к цели. Всегда нужно пробовать свою экспертизу, свой опыт, свои товары и услуги предлагать за рамки той отрасли, в которой вы работаете. Так, продолжаем. Сфера, карьера и бизнес. Вы получаете уникальный опыт. Когда начинаете свою карьеру, это состояние 0,4, и вам нужно сосредоточиться на состоянии 4,8. Ваше назначение или стремление к цели попробовать получить отклик, насколько ваша экспертиза востребована за пределами вашей отрасли, как территориально, и, возможно, ваш опыт будет интересен в смежных целях. Что мы для этого делаем? Мы пробуем себя в других проектах,
пробуем участвовать в каких-то конференциях, выставках. Ну, вообще смотрите, спрашивайте, кому интересны ваши знания, ваш продукт. И таким образом вы, стремясь к своей цели в сфере карьеры и бизнеса, то есть свой собственный бизнес, обрастаете единомышленниками, экспертами, которые обладают необходимой экспертизой. То есть у вас получается навык разумного нетворкинга, то есть умение спросить у экспертов на платной или бесплатной основе, заказать экспертизу вашего бизнеса или воспользоваться услугами экспертов, когда ваш бизнес уже вошел в состояние бурного роста. Я желаю вам всем бурного роста, чтобы ваш бизнес рос. Почему? Потому что цель нашего канала, чтобы вы сами находили единомышленников, мы вам всего подбрасываем огонь мотивации и необходимый инструментарий. Потому что, посмотрев это видео, вы получаете необходимый инструментарий для того, чтобы попробовать себя реализовать в той полной мере, о которой вы мечтали, а не в той ситуации, когда у вас там зажаты какими-то ненужными задачами. Бывают в жизни такие ситуации. Я хочу, чтобы все в вашей жизни происходило так, как вы запланировали, как вы мечтали, ну и в конце концов вы добьетесь своей цели, о которой вы мечтали. Следующая сфера — духовный рост и творчество, стремление к цели. То есть хобби — это обязательное состояние 0,4. Переходим к состоянию 4,6. Вы сами пробуете, какие духовные практики вам подходят. Духовная практика дает вам понимание, тем ли вы занимаетесь. Вот не зря здесь духовный рост и творчество находятся рядом с бизнесом. То есть ваши духовные ценности не должны противоречить тому, чем вы занимаетесь в бизнесе или в карьере. Стремление к цели, как здесь выражено? Оно выражено в том, что у вас есть баланс между вашей физической подготовкой и вашим духовным ростом. Естественно, с возрастом вы должны набраться определенной мудрости. Мудрость дает вам очень хорошее внутреннее ощущение того, что не по всем поводам в жизни нужно расстраиваться, а всегда есть повод радоваться тому, что вы делаете, потому что когда вы что-то делаете, это делаете осознанно, это нужно вам, это нужно окружающим. Следующая сфера — яркость жизни. Здесь вы понимаете стремление к цели — это от посещения мест, где вы вдохновляетесь, реабилитируетесь, вы сами становитесь тем источником вот этого хорошего целительного состояния, когда вы всего достигаете легко, никуда не перемещаясь. То есть вы пришли в какое-то место, и люди почувствовали огромную энергетику от вас, заряд позитива, мотивации, ну и каких-то других прекрасных состояний. Кстати, какие есть состояния яркости жизни, которые вы хотели поделиться, пожалуйста, напишите в комментариях. Итак, следующий вопрос, который я хотел бы раскрыть в этом видео, это значение свободы. Итак, свободу все воспринимают по-разному, но я хочу еще раз пройтись, поскольку это видео посвящено практике колеса жизненного баланса по каждой сфере. Итак, значение свободы. Значение свободы в отношении семья очень простое. Ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина при огромном количестве свободы, которой он обладает, всегда должен выбирать вас в радости, в горе, и этот выбор должен быть осознанным. Почему это для вас важно? Потому что он понимает вашу уникальную ценность, он понимает то ощущение, которое у него или у нее возникает, когда он рядом с вами, и это очень такое ценное чувство, когда результатом свободы выбора являетесь только вы, и я считаю, это классная миссия. Итак, значение свободы в друзьях и окружении говорит о том, что вы сознательно делаете выбор в сторону того, что вы сознательно общаетесь с теми друзьями и родственниками, знакомыми, которые вас вдохновляют, и от этого состояния можете постепенно перейти к тому, что вы являетесь тем человеком, вокруг которых люди хотят объединиться, что-то совместно делать, потому что миссия колеса жизненного баланса, ну, если так глобально раскрыть в любой сфере, перейти от эмоциональных переживаний к какой-то совместной деятельности. Да, эмоциональные переживания очень важная часть нашей жизни, но всегда при свободе выбора выбрать эмоцию или действие всегда лучше выбирать действие, потому что с этим действием вы получите хорошую положительную эмоцию, но нельзя всю жизнь
прожить, как бы переживая. Не для того создан человек, не для того вы пришли в эту прекрасную жизнь. Следующая сфера здоровье и спорт, значение свободы. Вы обладаете уникальным здоровьем, родители постарались, чтобы дать вам все самое лучшее, но о своем здоровье, о своем даре, о своем богатстве, а здоровье является богатством, надо постоянно заботиться. И эта забота заключается не в том, чтобы переживать или ходить к врачам, а в том, чтобы сознательно заниматься физической культурой. И я уже как бы повторюсь много-много раз и буду это делать постоянно. Пожалуйста, 1 раз в 10 лет попробуйте заниматься новым видом спорта только для того, чтобы получить опыт общения с единомышленниками, с теми друзьями и знакомыми, которые в этом виде деятельности как бы давно. Поверьте, здесь лежит огромное количество эмоций, и свобода вашего выбора заключается в том, что вы сами выбираете тот вид спорта, вы сами выбираете тех единомышленников, которые вам передадут соответствующий опыт, и в этот опыт получите глобальную пользу. Следующая сфера личностного роста, значение свободы заключается в том, что 50% курсов, возможно, вы будете проходить, потому что вас туда направили, есть профессиональная необходимость, но мое личное пожелание, что 50% курсов вы выбрали сами для того, чтобы получить знания и необходимый опыт, этот опыт трансформировать в свою практику, и ваша свобода заключается в том, что вы сами выбираете, что для вас полезно, что для вас интересно, и что вы можете, в конце концов, использовать в своей жизни. Следующая сфера – деньги. Значение свободы заключается в том, что, наверное, это многим как бы покажется в новинку, но давайте порассуждаем. Если вы обладаете какой-то уникальной как бы экспертизой, у вас есть регулярный доход из состояния 0,4, какой шаг вам нужно сделать? У вас есть свобода выбора. Вы можете попытаться больше как бы зарабатывать. Колесо жизненного баланса подсказывает самый простой, надежный, проверенный выход. Пожалуйста, не забывайте о том, что о вашей экспертизе, о вашей уникальности должны знать как можно больше людей. Именно они могут, в зависимости от того, насколько востребован ваш опыт, дать вам обратную связь. Вы нужны прямо сейчас, или вы нужны так на всякий случай, вдруг в жизни как бы пригодится, или, может, они вас оценят как человека просто с хорошей репутацией, хорошей харизмой, просто потому, что вы это делаете с великим очарованием, с великим вдохновением, и в этом есть ваша уникальность. Надеюсь, вы всегда станете такими увлеченными людьми, с которыми легко иметь дело. Поэтому пересылайте это видео друзьям, знакомым через мессенджеры, через почту. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Следующая сфера – карьера и бизнес. Значение свободы. Значение свободы заключается в том, что в состоянии 4-8 у вас всегда есть выбор. Пограничное состояние точка 4 – это быть в эмоциях, радоваться своей работе, или состояние ближе к 8, вы переполнены знаниями, вы переполнены теми проектами, которые уже сумели сделать, вы имеете необходимый опыт нормальных как бы ошибок, вы получаете эти ошибки, когда выходите за сферу своей компетенции, это как бы нормально. Почему? Потому что вы учитесь справляться с неизвестностью, вы учитесь справляться с различным стрессом, вы учитесь справляться со всеми состояниями, которые вы не могли предусмотреть как эксперт. Это делает вас уникальным специалистом, и здесь значение свободы говорит о том, что вам нужно выбрать тот темп, с которым вы выходите за рамки своей профессиональной компетенции. Духовный рост и творчество. Значение свободы здесь, наверное, можно раскрыть шире. Вы можете попробовать себя в своем творчестве, которое вы как-то с детства приобщились, или попробовать в более зрелом возрасте какое-то творчество. Это может быть, например, каллиграфия, это может быть фридайвинг, которым я всем рекомендую заняться, потому что фридайвинг – это сфера, которая перекрывает как бы две сферы: здоровье и спорт. Но это может быть и творчеством, потому что сама задержка дыхания, она требует сосредоточенности именно на себе. Умение сосредоточиться во фридайвинге является более, скажем так, философской величиной, хотя там много уникальных как бы наработок, и эти наработки ведут вас и к просветлению ума, и к
тому, что вы обладаете как бы телом, которое способно погружаться на большие глубины или обходиться без воздуха, без кислорода продолжительное время, больше 6 минут. Яркость жизни. Значение свободы. От места выбора, где вы восстанавливаетесь, реабилитируетесь, пожалуйста, переходите к тому, что вы являетесь источником вот этой вот энергетики, источником этого состояния, и вы через работу со своей осознанностью придете к тому, что всем будет хорошо там, где вы находитесь. И это является истинное значение свободы. На этой прекрасной ноте я всем вам желаю прекрасного настроения, хорошего дня. Пускай в вашей жизни все получается. И с назначением жизни я хочу, чтобы ваше стремление к цели было постоянным. Если вы чувствуете, что вы теряете свою мотивацию, смотрите наше видео, там есть много вдохновляющих моментов. Я желаю, чтобы в вашей жизни было большое количество свободы, но при этой свободе вы всегда выбирали себя, выбирали свои цели. У вас все получится. Я в вас верю.